Брэндон Купер проснулся от громкого вибрации телефона. Экран светился в темноте неизвестный номер. Было 2 часа 3 минуты ночи. Он долго не получал никаких звонков, особенно в такое время, но что-то в этом моменте не дало ему проигнорировать вызов. Он ответил в трубке, послышались только прерывистые звуки, шум, что-то похожее на плач, а потом гудки. У Брэндона сжалось сердце. Он был отцом-одиночкой уже 2 года, после того, как потерял жену в автомобильной аварии. С тех пор его жизнь крутилась вокруг маленькой дочери по имени Эмма. Он проверил, Эмма спала спокойно. Звонок явно был ошибкой, но внутреннее чувство тревоги не отпускало. Он накинул куртку, оставил записку и сел в машину. Вернувшись к деталям звонка, он заметил, что номер был с того же района, где раньше жила его сестра Андреа, женщина, с которой он давно не общался после старого семейного конфликта. Поехал по интуиции, на адрес, который всплыл в голове без ясной причины. Через 20 минут он оказался в районе промышленных складов и дешевых мотелей. Одинокий свет горел у старого 3-этажного дома, который выглядел заброшенным. Когда Брэндон вышел из машины, он услышал слабый детский крик. Он подбежал ко входу и увидел приоткрытую дверь. Внутри, в грязном коридоре, лежала молодая женщина без сознания. Рядом стоял маленький мальчик лет 4, босиком, в тонкой пижаме. Он дрожал от холода и страха. Ситуация была очевидной. Женщина, возможно, мать ребенка, потеряла сознание от передозировки или болезни. Брэндон вызвал скорую. Пока медики ехали, он укрыл ребенка своим пиджаком и усадил в машину, где было тепло. Позже выяснилось, что звонок действительно был ошибкой. Ребенок пытался вызвать помощь, нажимая случайные цифры на телефоне матери. Система набрала ближайший номер, который когда-то давно был в памяти сим-карты. Это оказался номер Брэндона. Именно по ошибке он оказался там. Именно благодаря ошибке он спас ребенка. Позже Брэндон подал документы на временную опеку. Ребенка звали Лиам. Он не знал, кем станет для него Брэндон, временным покровителем или навсегда отцом. Но в ту ночь одинокий мужчина сделал выбор, который изменил не только его жизнь, но и чью-то судьбу. И все это из-за звонка в 2 часа ночи. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.